Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 октября. Знаки судьбы, события будущего. Давайте узнаем, что же в этот период начала октября, первой декады месяца, что прояснится, одним словом, с 1 по 10 октября. Давайте с вами узнаем. И вначале мы достанем 3 карты, как знаки судьбы, или в каких из сфер жизни вам придется принимать важные решения, чем вы будете больше заняты. Может быть, это и какие-то внезапные вопросы, темы, с которыми вам доведется разбираться. Хотя сам по себе период, что прояснится, если мы спросили, как и октябрь, так и ноябрь, это когда мы больше наводим порядка в нашей жизни. И в целом вопросы благополучия. Мы должны как построить свой новый островок безопасности. Новый, это имеется в виду эпитет к тому, что, возможно, хорошо забытое старое. Может быть, и некоторые темы, которые для нас были знакомы, теперь они в новом качестве, в новом ключе возвращаются. Мы можем какие-то прежние задумки на уровне мечты, мои дорогие. Раньше была мечта, а теперь вроде как возможности появляются. Может быть, и та застарелая ситуация, которая длительное время уже тянется, и все никак ни вперед, ни назад. Да, здесь тоже какие-то рычаги могут появиться для того, чтобы мы решили в конечном итоге наш вопрос. Ну, давайте в целом узнаем. У нас сегодня колода 78 дверей, метафорические карты, принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Куда-то и сами не пойдем. Давайте все-таки знаки судьбы на этой колоде. Первый знак судьбы, второй и третий знак судьбы. Будем узнавать и продолжим наш прогноз. Конечно, останемся реалистами, я всегда об этом говорю, поскольку общие прогнозы хоть объединяют один знак зодиака, а судьбы-то все равно у каждого разные. Попробуйте переложить на метафору карт те дела, события, которыми вы сейчас занимаетесь. Что прояснится? Что уйдет? А что придет взамен? Давайте узнаем. Основные сферы жизни: личная жизнь, любовь, взаимоотношения, сфера финансов. И последняя карта – дела, работа, бизнес, согласование, документы, у кого-то учеба. Итак, первый знак судьбы – королева мечей. Вообще-то ваш интеллект, мои дорогие. Есть то, что вы хотели бы, скажем, с приставкой «бы» сделать, а есть еще какая-то реальность. Вам придется делать выбор. Причем выбор в сторону реальности. И, может быть, это будет сопряжено с подготовкой документов, когда вы, возможно, у кого-то будут вопросы касаться непосредственно, где вы находитесь. Это вопросы дома или обустройства дома, или какой-то прогресс по части, как можно решить какой-то вопрос, который связан с недвижимостью, мои дорогие. Для кого-то из вас это тема будущих, может быть, перемещений. Я тоже такое допускаю. Или все же у нас мечи. Это может быть и тема, которая связана, знаете, когда вам потребуется консультация специалиста какого-то в узкой области, или буквально, когда юрист потребуется, ну, вот как вот будет работать закон. Здесь, понимаете, очень важно, ну, где-то не, может быть, и не замечтаться, а увидеть правильно, как вот реальность. С одной стороны, это те ресурсы, которые в ваших руках. Может быть, это будет отчасти сопряжено с тем, что мы оказались в какой-то, опять же, ситуации, нам нужно ее решить. Ну, к этому есть условности. Может, словно обойти нам некоторые преграды придется. И, понимаете, не имеет значения, как будто на 100% не получится сделать ровно так, как мы бы этого хотели. Нам придется, вот почему я говорила, договариваться придется. Как будто вот есть желание наше, да, вот смотрите на эту карту. Дверей закрытых нет. Но это мы словно можем погружаться в воспоминания или в представление о каком-то вопросе, теме, и мы хотим это осуществить. А все-таки в реальности оно несколько иначе. Нам придется и свои, возможно, эмоции несколько причесать в сторону, опять же, реальности. И все же не замечтаться. Вот такой знак судьбы. Это на уровне именно интеллекта, ваших мыслей, ваших планов, вашей какой-то стратегии и тактикой.
тактики. Это все потребует правильных решений. Вот такой знак судьбы. То есть одно дело это мы хотим, другое дело это что получается. Или, опять же, у кого какие ресурсы. И тут действительно все то, что я сказала, будет важно. Следующая карта – Аркан Император. С одной стороны, это вы сами будете наделены, вас как пространство, Вселенная может наделить такими качествами, когда в целом вам помогает, вот как невидимая сила, да? Вы можете воздействовать на ряд вопросов. И вот, видимо, первая карта – интеллект. Тут правильно проанализировать что-то совершенно необходимо. Скорее всего, первый и второй, как знак судьбы, это какая-то одна история, я больше вижу, которую вам нужно решить очень рационально. Причем, скорее всего, эта история может быть, как по аркану уже мы говорим, император. Она связана с должностными либо лицами. Может быть, это буквально люди, отчасти как в погонах, или люди, представители законной власти. Может быть, это и, знаете, какие-то организации, с которыми вы тоже контактируете, но тогда организации тоже работают по закону. Система иерархии идет. Сама по себе система сильных мира сего. Когда приходится учитывать и закон, и порядок, но и наше место и в мире, и как это мы взаимодействуем и с законом, и с порядком. Здесь может быть, с одной стороны, такое желание, когда карта императора выпадает, я всегда говорю, есть два мнения, мое и неправильное. Ну вот есть такие у нас энергии по этой карте, именно потому что мы что-то себе уже представили. Мы как будто уже, ну, есть, мы чувствовать даже можем, вы можете чувствовать, что есть все-таки какие-то рычаги. Можно на это под воздействием, точнее, того, что вы хотите осуществить, и вроде бы есть к этому предпосылки, но вот только не задача, какими методами мы будем этого добиваться. А методы должны согласовываться с законом или с какими-то общими, ну, может быть, и менталитетом, или какими-то постулатами, приказами. Тут у кого-то ситуация на работе, вот что-то подобное может олицетворять в личной жизни, или пусть это вообще с какими-то внешними событиями связано. И поэтому правильное решение. Будьте мудрыми императорами. Вот это как основной знак судьбы. А мудрый император, он понимает. Есть две субстанции, вещи или два направления, на которые я не влияю. Это мнение людское и что думают люди. На это невозможно повлиять. И второй момент – обстоятельства. Вот ни первое, ни второе изменить мы не можем. Но император – это поэтому, наверное, и сила власти, потому что мы желаем чего-то достичь. Так вот, мудрый император, он готов корректировать свои планы, чтобы основная какая-то цель была достигнута. Может быть, тут ведь у кого что? У кого-то, допустим, продажа, купля недвижимости. Ну, значит, придется где-то там по цене, может быть, разговаривать или рассматривать какие-то альтернативные варианты. К примеру, ситуация по работе. Тоже вот вы хотите строить карьеру, и придется вам договариваться явно с разными людьми. И может быть не совсем вот прямо на 100% ваше желание. Да, что-то может исполниться. И прекрасный для этого период. Вы себе как будто улучшить что-то можете, однозначно. Но мудрые решения от вас тоже, мои дорогие, потребуются. Вот такой знак судьбы. Давайте третью карту. Ну, вы как маг и волшебник. А маг и волшебник, он не совсем думает о меркантильном. Не случайно нам показан буквально этот самый маг босиком. Есть какая-то идея, есть какая-то цель, задача, которая не совсем укладывается в материальные рамки. И вот у вас это тоже. Это, как знаете, как путеводная звезда или какой-то далекий период вашей жизни, когда словно ваши ресурсы настолько точечно, грамотно, продуманно, можно сказать, должны быть применены и, может быть, более того, в нужное время, в нужный час – как-то правильно либо где-то оказаться или провести правильно беседу, может быть и деловой какой-то диалог. И вот как по этой карте от пассов нашего мага раскрываются двери, даже потайные какие-то двери. Может быть, вы будете, знаете, участвовать даже в том вопросе в каком-то, который будет пересекаться или где-то тесно подходить именно к вашей личности. И, может быть, хочется закрыться, о себе чего-то не рассказывать.
но вот какой-то вопрос может подойти очень близко к тому, что составляет вашу тайну. Я это тоже допускаю. Пусть не у каждого, но у кого-то да. Когда, ведь это для мага потайная дверь, это он ее открывает, да? И вы будете стоять словно на развилке, открываться мне кому-то или нет. А, Предпринимать какие-то последующие шаги или словно открывать вот эту потайную дверь для того, чтобы, ну, буквально как будто скрыться за нею, может быть и так. Чтобы уйти от решения некоторых вопросов. Может быть и будут такие. Одни нужно решать, а в других нужно как полшага назад отступить. Но решаете только вы. И вы знаете, слушайте свою интуицию. Туз жезлов вообще-то нам так изображен. А я часто говорю, когда выпадает, пусть в других колодах Таро, туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Это может быть и сама по себе как какая-то новость, мои дорогие, в средствах массовой информации, или это может быть сопряжено с получением какого-то документа. Всегда ведь это возможность прежде всего, но эту возможность нужно применить каким-то другим путем, методом. Мы раньше так не поступали, как будто мы раньше этого не пробовали, не применяли. И вот на это надо решиться. Каждый из вас будет думать, решусь я на это или нет. Что же прояснится, мои дорогие близнецы? Ну ведь и правда, по тройке мечей. Любая тройка – карта будущего. Вы скажете, неужели это мне вот эти 3 меча еще в будущем? Нет. Нам всегда по тройке мечей идет та ситуация, которая до боли знакома. Это, наверное, как по Хирону, священная рана. Это какой-то надоевший сценарий, одно и то же, когда ничего не меняется. Когда какая-то история, которая уходит корнями в глубокое прошлое, нам доставила так много негативных эмоций, может быть, разочарования, может быть, когда мы буквально закрылись, вот как этот маг-волшебник, и уединились даже, может быть, и так, прекратили какое-то общение, перестали доверять людям, потому что с нами поступили нечестно, несправедливо. Или, ну, может быть, мы оказались заложниками какой-то ситуации, но все равно нас это вот просто как изнутри разрушало долгое время. И теперь на смену вот этой боли, вот этому внутреннему такому саморазрушению, может быть, да, когда мы не могли избавиться от этой мысли, это ведь тоже ничего хорошего, да. Вот теперь наступает выздоровление. И мы с вами говорили только что о мудрости, мудрых решениях. Обратите внимание, 3 меча, 3 птицы, которые символ мудрости. Это у нас филин, ворон и сова. Но это все то, что как бы в тайне. Эта мудрость, она ведь не есть какое-то победоносное шествие с флагами, согласитесь. Это работа души, это работа нашего характера. Это то, о чем мы не скажем никому. Но именно минусовая ситуация в прошлом у вас будет проясняться. И направлена на ваше выздоровление, мои дорогие. Поэтому ресурсы, безусловно, какие-то будут. Но именно что прояснится? То, почему вы, может быть, уже или где-то думали, что нет, это как-то, может быть, стало на тормоза какой-то вопрос, да, и, ну и будет вот ни туда, ни сюда где-то долго продолжаться. И вы вроде как заложник этой ситуации, ничто не решается, да, а вы находитесь в своих мыслях. Либо это буквально какая-то несправедливость у кого-то была, и вы вроде как приложили, может быть, к этому очень много усилий, а воз иной не там. Так вот, именно это тоже прояснится. Одним словом, то, что болело в вашей душе, будет прояснено. Ладно, что уйдет? А вот посмотрите, уйдет как раз какое-то противостояние. Пятерка жезлов, информационный хаос, и эта колода нам говорит конкретно противостояние. Без смысла, без цели, без того, чтобы был какой-то прогресс. Это как пустая трата времени, пустая трата сил. Или, может быть, мы сами понимаем, у кого-то философский такой момент, что мне уже это противостояние мешает. Мне хочется больше определенности. 2 карты, как тройка мечей, так и пятерка жезлов, небольшие карты. Может быть, у кого-то из вас это были ненадежные люди. Они уходят из вашей жизни. И они сами не уйдут.
Это вы будете причесывать свое окружение. Избавляться от тех людей, которые не приносят в вашу жизнь стабильности, от тех людей, которые вас заставляют в этом противостоянии находиться, не давая ничего взамен. Может быть, и вам надоест какой-то, знаете, такой бесцельный драйв или когда очень много общения. Я же сказала, информационный хаос. Или те люди, которые утром они тебе говорят одно, а к вечеру или к обеду они уже изменили свое мнение. И, ну, вот крутятся вот взад-вперед, да, и стабилизировать они и сами себя не могут, они сами от этого страдают. А вы-то где-то надеетесь и понимаете день за днем, что я теряю время. Или, может быть, конкретные были какие-то ситуации, когда вы на кого-то понадеялись, а вас подвели. И не потому, что против вас замышляли какой-то хитромудрый план, а потому что вы как связались не с теми людьми. Свела вас, может быть, судьба. Или вы сами примете, что, ну вот, неправильные какие-то люди были в моей жизни, и я сейчас хочу вообще кардинально изменить свое окружение. Вот это точно. Что придет взамен? Пусть приходит, так и хочется сказать. Решение финансовых вопросов, мои дорогие. Понятно, что у каждого здесь будут какие-то свои вопросы, дела, темы, но все же это карта самодостаточности и карта денег в первую очередь. Получение крупных сумм может быть. У кого-то это крупные суммы, которые могут быть получены, может быть, не буквально вот где-то в этот период с 1 по 10, хотя я это допускаю. Все-таки у вас тут туз жезлов. Может быть, это сама информация, возможность. У кого-то возможность заработка, да, или новые должности, или, ну, какие-то подвижки, может быть, через те темы, как откуда к вам приходят деньги, да, или какой-то гонорар, который прежде был загулявшим или задержался, или была какая-то путаница, может быть, не сработала какая-то система взаиморасчетов. Вот здесь она будет уже, ну, как-то постепенно что-то выравнивается, опять же, по деньгам. У кого-то может быть банально, это через документы, подписание каких-то важных договоров, контрактов, соглашений. Я тоже это могу допустить. У кого-то может быть и в налогах тоже какие-то документы вы будете. То есть, но все равно любой вопрос, вот, который у вас как раз приходит, и в этом ваша возможность, в этом ваша сила. Вот финансовые вы тут можете изменить как-то свой финансовый статус, я бы сказала, кардинально. А вообще это сбор урожая. Поэтому где-то карта подразумевает то, что как аукнется, так и откликнется. Но если вы долгое время, ну вот настойчиво трудились над каким-то вопросом или какой-то даже темой, то вы уже теперь будете видеть плоды труда своего, или, по крайней мере, вы видеть будете четкие ориентиры, что это вам стоило прежде и какой эквивалент вами будет получен. Очень продуктивная карта именно на финансы. Поэтому я вижу, что финансовая какая-то история здесь у вас может либо выравниваться, либо решаться. Личная жизнь, ну тут прям по судьбе что-то. Личная жизнь, взаимоотношения. Вот вы знаете, тут могут и люди возвращаться, как которых вы знали раньше, может быть, или были с ними общие задачи, вопросы. Может быть, вы о чем-то уже договаривались, Иерофант, были какие-то прежние договоренности. Вам захочется эти договоренности как-то, ну, как будто узаконить. Все же Иерофант– это законник. Или система, может быть, не только менталитета, а даже система иерархии, опять же, да. Это может быть и для кого-то из вас, как вы учитесь, уже иерофант-учитель, и мы можем быть как и в роли ученика, так и в роли учителя. Может быть, это ваши партнерские отношения, да, когда-то или в каких-то вопросах это вы будете учителем, но в каких-то темах именно личной жизни вы словно ученик. Здесь могут быть и сами по себе как бы отношения в паре, отношения в браке, а у кого-то все-таки это иногда карта венчания или бракосочетания. Хотя я допускаю с учетом вот всех остальных карт, у кого-то может быть и тема развода тоже. Почему нет? Мы все разные. Но тогда по этой карте больше порядка в нашей жизни. Вот действительно порядок в личную жизнь. Может быть, это и вопросы дома, вашего жилья. И одновременно кто с вами?
кто вхож в ваш дом, ваши домочадцы, ваши близкие или события, ну, именно вашей пары. Вот вижу именно так. И мы говорим чаще, это словно по судьбе. Вот такое тоже может быть. Финансы. Но куда-то мы не пойдем. Вы не пойдете. По десятке мечей мы закрываем в прошлую дверь. Именно уже что-то завершилось. Посмотрите, как полярно вам выпали карты. Такая солнечная карта сбора урожая, девятка пентаклей. Это, ну, действительно, когда деньги, если деньги будут, и откуда-то вот они к вам приходят, открывают, может быть, и перспективы, или пусть по работе. Это последующая какая-то стратегия, тактика. Мы же все разные. И вы видите, для чего вам это надо. Вот тут самое главное, понимаете, что вы будете делать для того, чтобы улучшить кардинально финансовое положение. И вы будете видеть, что вы не захотите продолжать. Вы в чем-то будете в целом ставить точку и четко понимать, в чем перспектива. Вот именно через деньги может быть такое видение. Не случайно туз жезлов в период до и после. Вот это было до, а вот это уже пойдет после. Но карта подсказывает, не решай финансовые вопросы уже каким-то прежним путем или прежними договоренностями, прежними методами, прежними инструментами. Нет, это все завершается не случайно. Уран в вашем знаке зодиака именно в октябре. Потом он на время с 9 где-то ноября еще вернется по 26 апреля 26 года. Он вернется в Телец, и на какое-то время, может быть, вам даже покажется, что все вернулось на круги своя. Нет, тут все же это будет такой последний реверанс Урана в знак Тельца, для того, чтобы знаки стихии Земли и воды обустроили свою жизнь с большим пониманием, чтобы там у них вот был этот период для того, чтобы стабилизировать какую-то ситуацию, которая, наверное, за последние 7 лет менялась. Ну, а для вас такая передышка. Но помните, что уже после 26 апреля 26 года, следующего года, Уран на 7 лет вернется в ваш знак зодиака. И это первый дом гороскопа, это символ вашего нового «Я». И поэтому вот этот период, как и октябрь, и сентябрь, да, и август, там, вот эти месяцы все, это такие очень основные месяцы вам как, вот чем вы занимались, вот теперь проанализируйте, и чем вы будете в октябре заниматься. Это перед вами открывает то, что будет меняться в вашей жизни, или те вопросы, которыми вы будете заниматься последующие 7 лет, когда Уран окончательно поселится в вашем знаке. Поэтому тут есть и то, что, ну, не может быть никак продолжено. Принцесса мечей, тут себе не навредить. Вот, кстати, как и по документам, правда, держите баланс. Договариваться все-таки придется. А еще бы я сказала, вам придется менять словно микроскоп на бинокль. Вот конкретно. Подзорная труба, мои дорогие. Вам придется рассматривать, что вдали и что вблизи. Да, большое видится на расстоянии. Но есть и то, что касается конкретно нас, нашего дома, наших отношений, какой-то прежней истории. А вот здесь, видимо, нужно как-то поближе и почетче. И нам в целом говорят, страхуй себя сам. Это будет, ну, или сама. Это совершенно необходимо, потому что я часто говорю про образ принцессы мечей. Это Медуза Горгона. И мы с вами знаем немножко на мифологию, если мы так оглянемся, ведь все символы карт зародились много веков тому назад. Так вот, про образ Медузы Горгона это тоже символ, и я уже не останавливаюсь на этом подробно. Я лишь хочу сказать, что ведь когда-то это была прекрасная дева, а пострадала она из-за своей доверчивости и веры в то, что, ну, кто-то придет и решит тот или иной вопрос, или в благородство вера какого-то человека. Тут нет. Менять микроскоп на бинокль и себя не делать уязвимыми. Значит, перепроверяйте документы, которые вы подписываете. Все у вас должно быть подсчитано. Не должно быть ни хаоса в мыслях, ни в ваших действиях. Где-то скрупулезность вам помогает. Но и отчасти, если с документами даже, да, вы что-то не знаете, не можете что-то просчитать,
тогда явно прислушайтесь. Первое – это к собственной интуиции, раз. И выясняйте с 1 по 10 некоторые вопросы на берегу. Или, если непонятно, ищите узких специалистов, может быть, адвоката или чиновника какого-то. Да? Вот все то, что я говорила по аркану император, это все-таки какие-то организации. Как правильно оформить ту или иную бумагу или обустроить какое-то дело. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.